Всем скол, викинги, с вами Викинг Даниил и игра War in Order. В этом коротком видео мы ответим на заветный вопрос, что именно прокачивать в боевом основном замке. Хватит копать, бросаем лопаты и переходим к оружию. То, для чего мы пришли и начали играть в игру War in Order. Если ты еще не скачал игрушку, по ссылке в описании скачивай. Я нахожусь в королевстве 1423. Находи меня, либо начинай свою игру в новом королевстве. А мы будем разбираться и отвечать на вопрос, что прокачивать в боевом замке. Зачастую не только новички, но и опытные игроки War in Order совершают одну и ту же ошибку. Вместо того, чтобы быстрее расти, они тратят время, ресурсы на ненужные, возможно, вообще на данном этапе не требуемые к развитию постройки, которые не имеют особого значения и вообще особо и не нужны в основном замке. Давайте вместе с вами учиться на чужих ошибках, а не на своих. War in Order. Play free now. Когда мы разобрались со стратегией основного замка, то есть со стратегией его развития, то мы должны разобраться, с какими постройками нужно заняться в первую очередь, а с какими можно и повременить. В предыдущем видео мы говорили, что один молот у вас качает замок, второй молот качает те здания, которые необходимы для постройки следующего уровня замка. Точнее, первый качает замок, стену, а стена нужна всегда для повышения уровня, а второй уже точечно выбирает свои цели. В предыдущем видео я уже показывал таблицу, которая благодаря сайту 1wow.ru мы показали в предыдущем видео. В этом видео также я покажу эту таблицу, поставьте на паузу, либо поставьте в закладку это видео и смотрите, какие постройки нужны для того, чтобы поднять замок на уровень выше. Давайте рассмотрим, что же еще в приоритете убываемости нужно строить и для чего. Итак, первое здание по важности после замка и стены — это место построения. Что же такое место построения? Это место для обучения солдат, которое отвечает за количество солдат в одной марширующей армии. То есть это здание, которое должно в первую очередь соответствовать уровню замка. Вы видите, у меня 28 замок и место построения у меня 28. Еще по викингам знаю, что количество решает не только прокачка, но количество. Игрок не способный отправить марш достаточно большого количества армий проигрывает, даже если в прокачке он уступает атакуемому игроку. Следующее здание — это казармы, которые постоянно клепают вам войска. На каждом третьем уровне после 22-го, на каждом четвертом уровне открывается доступ к следующему тиру войск. Поэтому на уровнях замка 7, 10, 13, 16, 19, 22 и 26 надо в приоритете доводить одну казарму до уровня замка и начинать клепать новый сильный тип войск. И одновременно переобучать старые тиры войск в месте построения. То есть вы можете взять первый тир и в месте построения, это еще один плюс и важность места построения, поднять уже построенные войска с Т1 до Т3. И так дальше по лесенке. Кузница, заветная кузница, которая важна по ступенькам 5 уровней, то есть 5, 10, 15, 25 и 30. Так как в нее, когда вы зайдете в меню ковать, вы увидите, что уровни шмота делятся на 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 и 40. Соответственно, если у вас 25 уровень замка, то кузницу вы обязаны повышать именно до него, потому что это даст вам возможность строить и клепать шмот отдельно. Строить и клепать шмот 25 уровня. Если у вас 23, 24 кузница, соответственно, в уровень замка, то поднимать 20-ю нет смысла, потому что 25-й шмот вам пока будет недоступен. Следующие здания хоть сами по себе не очень важны, но нужно их ставить в задачи, хоть и не сверхсрочные.
Первое — это храм защитника. Храм защитника. На С13 алтарь, 3 и 4 казарму ставим сразу, как только появляется возможность. Поэтому на каждом уровне замка проверяйте пустые ячейки для зданий. Возможно, вам будет предложено построить что-то новенькое и дополнительное. Построить их надо, а вот срочно улучшать не обязательно, так как их работа мгновенного результата вам не принесет. Колледж. Очень важное здание, оно улучшает характеристики и усиливает возможности вашей прокачки. Однако технологии, изучаемые в нем, также требуют затрат времени и ресурсов. Значит, нет смысла прокачивать сам колледж до тех пор, пока вы не упретесь в какой-то предел технологий. Например, пока не потребуется открывать там следующий уровень какой-то необходимой технологии типа руководства или атаки мага. Медицинские палатки. Вот они, родненькие медицинские палатки. Они увеличивают количество мест в госпитале, и каждая палатка с новым уровнем добавляет 500 мест. Так как палатки строятся очень-очень быстро и стоят очень дешево, то прокачивать их есть смысл в любой момент. Только у вас стоит молот, сразу запускаете медицинскую палатку. Например, когда не хватает там ресурсов на стройку чего-то крупного, там таких моменты будут часто, поэтому специально выделять время на прокачку палаток не надо. И так время найдется, я вам обещаю. А вот госпиталь, важное здание само по себе. При первых атаках вы это ощутите. Вот госпиталь, даже убивая монстров, вы ощущаете, что госпиталь вам нужен. Оно важно само по себе и лечит раненых солдат. При улучшении госпиталя немного увеличивается скорость их лечения, совсем чуть-чуть, и прибавляется всего 1000 мест. В то время как основные места для раненых дают уже вышеупомянутые медицинские палатки. Поэтому и улучшать сам госпиталь можно в последних рядах, и когда этого условия требует замок. Учебный лагерь. Учебный лагерь увеличивает количество нанимаемых солдат на 5 штук каждый уровень. Ускоряет процесс вербовки на 5%, только нечетный уровень. И поэтому улучшать их надо в таком же режиме, как и медицинские палатки, даже после них самих. И крайне желательно подряд по 2 уровня, чтобы оставаться всегда на нечетном. Лесопилки и усадьбы. Об этих зданиях, конечно, нельзя не упомянуть, но они находятся почти в самом конце. Внутри замка можно не строить вообще, так как эти виды ресурсов, дерево и пища, будет добываться на фермах, о которых выйдет видео скоро. Получается, из бонусов за территорию прохождения заданий. Точнее, строить их придется всего по 1 штуке, ведь улучшение, например, госпиталя до 20 уровня каждый раз ставит условие наличия соответствующего уровня усадьбы. Если вы уже их построили, особо их не стоит прокачивать в боевом замке, рано или поздно большую часть все равно придется удалить, чтобы освободить место для нужд медицинских палаток и лагерей. Внимание! Всегда проверяйте на каждом уровне замка возможность построения медицинских палаток, лагерей и железных рудников. После 19 и 22 уровня их возможное количество превышает доступное на этом уровне количество мест. Тогда удаляйте сразу усадьбу, сейчас покажу, как это сделать. Нажимаете удалить, подтвердить, и все, у вас свободное место. Точнее, оно освободится ровно через час 51 минуту. И вы должны проверять и строить в основном замке те здания, которые важны к построению. Это усадьбы, железо всегда будет актуально, и учебные лагеря. Каменоломни и железные рудники, строить их, конечно, можно и даже нужно, потому что камня и железа в этой игре всегда бывает мало. Эти 2 ресурса всегда в дефиците, даже если ваши фермы добывают только их, лишние пару сотен тысяч камней никогда не помешает. Но улучшать их стоит, когда уже вообще нечего делать, и улучшать их нужно в последнюю очередь. Недавно я узнал один лайфхак, когда на сильнейшем лорде по увеличению
силы и вы строите замки, вы как-то промахнулись с количеством ресурсов, ускоров на крупные строения, то мой вам совет: улучшайте каменные шахты и железные рудники, потому что на количество очков ивента у этих построек намного выгоднее, чем у той же стены или госпиталя. Поэтому в этот лайфхак специально для вас. Становитесь сильнейшим лордом, а я на этой неделе занял 1-е место. Ну и, как бы ни казалось странным, последнее место рейтинга — это склад, посольства и зал войны. Можно не прокачивать вообще склад и посольство, ну или как максимум прокачивать, пока они строятся быстро и стоят дешево. Не тратьте на них время, ресурсы, эти здания компенсируют вас грамотной игрой. Всегда храните в рюкзаке запас ящиков с ресурсами, как минимум на лечение раненых. Это место надежнее склада, его никогда оттуда ресурсы не заберут, и они будут всегда с вами. Посольство может заменить хорошая тактика крепа, например, много раз вы слышали фразу «креп на мечи», то есть когда уже идет сражение, а сражение идет не мгновенно, как в викингах, а в течение какого-то времени, креп может заскочить на мечи, и вообще независимо от того, какой уровень посольства у вас. Зал войны требует не столь много ресурсов, сколько алмазов, то есть кристаллы вы тратите на мечи, и всем участникам альянса иметь этот большой зал не обязательно. Так как я ставлю руины, то большой зал я всегда держу в уровень замка. И это влияет именно на поход. Поэтому штурмовики отвечают за большой зал войны. В частности, у меня он в 28 уровень замка. Это порядка 1 миллиона солдат в одном походе. Ну вот мы вкратце разобрали, что прокачивать в боевом замке. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Не понравилось, ставьте дизлайк. Скачивайте по ссылке в описании новую игрушку. Пишите мне в Discord. Также ссылочка находится в описании. А с вами был Викинг Даниил. Всем скол, викинги. Увидимся в игре War and Order.